Шалом, друзья! Шалом, возлюбленные Всевышнего! Сегодня мы с вами поговорим о метафизике тишины. И мы открываем с вами сегодня недельную главу Микец, которая переводится ее название «По прошествии» или «В конце». И первое же слово погружает нас в размышления о времени. 41 глава, 1 стих, мы с вами читаем. «И было по прошествии 2 лет». Вот это слово «по прошествии» – это как раз и наше название недельной главы Микец. Слово Микец происходит от корня кацац – отсекать, класть предел. Это момент, когда одна эпоха жизни человека отсекается от другой. То есть человек переходит некий такой Рубикон. Что же происходило в эти 2 года? Для истории мира ничего. Для египетских летописей обычная рутина. Для Иосифа 730 дней в душном каземате. Мы часто воспринимаем библейские сюжеты как динамичное какое-то кино, такой некий экшен, где кадры сменяют друг друга и движутся мгновенно один за другим. Но для Иосифа, героя веры, это были годы оглушительной тишины. Тишина Бога – это самое тяжелое испытание. Когда ты делаешь все правильно, когда ты убежал от греха с женой Потифара, когда ты сам, будучи в цепях, служил людям в цепях, а в ответ – пустота. Сегодня мы с вами разберем, почему задержка – это не отказ, и почему божественная пауза на самом деле является периодом самого интенсивного созидания Всевышнего. Как сказано в книге «Плач Иеремии», в иврите или в еврейской Библии или в Танахе, это 3 глава, 26 стих, и эта книга называется «Эйха». «Благо тому, кто терпеливо, а в некоторых переводах молча, ожидает спасения от Господа». Ситуация Иосифа в темнице – это встреча обещания Всевышнего с реальностью Иосифа. Давайте вспомним с вами начало пути Иосифа. Ему были даны великие, несомненно, великие обетования через сны. Снопы, звезды, солнце и луна – все указывало на его будущее владычество. Это не были мечты избалованного и честолюбивого юноши. Эти сны были Словом Всевышнего. Однако реальность вступила в жесткое, в жестокое, даже можно сказать, противоречие с этим словом. В Псалме 104 описана история Иосифа. «Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». Это 18-19 стих. Обратите внимание на фразу «слово Господне испытало его». Здесь не написано, что его испытали обстоятельства. Не обстоятельства испытали Иосифа, а само обещание Всевышнего. Когда у нас есть пророчество или мечта, но мы видим прямо противоположное, это как раз тест на нашу верность Всевышнему. Вспомните, в конце предыдущей главы у Иосифа забрезжил рассвет. Он истолковал сон виночерпия. Он сделал человеческое усилие, на иврите хиштадлут, попросив: «Вспомни обо мне». Мы читаем 14 стих 40 главы Берешит. «Если же ты вспомнишь обо мне, когда тебе будет хорошо, и сделаешь мне милость, и напомнишь обо мне порой, то выведешь ты меня из этого дома». Вот как раз это человеческое усилие на иврите называется и звучит как хиштадлут. И это ключевое еврейское понятие, которое неправильно часто понимают. Но
Прежде чем мы поговорим об этом понятии, хочу, чтобы вы обратили внимание. Здесь написано в этом стихе: «То выведешь меня из этого дома». Как будто бы это виночерпий должен был это сделать. То есть это как бы зависело от виночерпия. То выведешь, здесь можно вставить слово «ты», то выведешь ты меня из этого дома. И мы еще поговорим об этой фразе, которую сказал Иосиф. Что означает это слово хиштадлут? Оно происходит от корня шин далит ламет. Идея этого корня – это прилагать усилия, стараться, делать невозможное. Буквально это можно перевести или сказать, как назвать активным человеческим старанием. В классическом понимании хиштадлут – это то, что человек обязан сделать со своей стороны, при том, что результат остается за Всевышним. Что это старание хиштадлут не означает? Это нам важно понять, потому что именно здесь чаще всего искажается смысл. Хиштадлут – это не вера в себя, не я сам все сделаю, и все зависит от моего старания. Это первое. Второе, хиштадлут – это не контроль результата. Ты отвечаешь за усилия, а не за исход, не за результат действий. Это зависит не от тебя. Также это не подмена упования на Всевышнего какой-то нашей активностью. То есть, чем я больше делаю, это значит, я больше верю. И четвертое, хиштадлут – это не суета, это не хаотичное действие. Если сформулировать коротко, то классическая формула этого понимания звучит таким образом. Человек обязан действовать так, как будто все зависит от него, но верить так, как будто все зависит от Всевышнего. Вот это и есть хиштадлут. И наш пример – это пример такого усилия. Иосиф в темнице делает хиштадлут, толкует сны, просит виночерпия вспомнить о нем. Он не ломает систему, не манипулирует, не лжет, и результат приходит в конце концов не через его просьбу, а через сон фараона. То есть хиштадлут был, и исход зависел не от Иосифа и не от виночерпия. Где же проходит вот эта вот граница? Еврейская традиция проводит четкую грань. Хиштадлут – это разумные и естественные действия. А вот полное упование на Всевышнего называется битахон. Когда вот эти усилия превращаются в тревожный контроль, в страх упустить, в попытку обойти волю Всевышнего, то это уже не хиштадлут, это недоверие или неверие. Усилие нужно не для того, чтобы гарантировать результат, говорят, а для того, чтобы человек оставался человеком, а не пассивным наблюдателем. Ты действуешь, Всевышний решает. Это и есть баланс. Это нам напоминает слова из Брит Хадаша, из Нового Завета, которые один в один иллюстрируют это библейское, еврейское понимание. Евреям 11 глава, всем нам известный 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Здесь как раз вот эти две составляющие. Осуществление ожидаемого – это хиштадлут, наши с вами усилия. И уверенность в невидимом – это наша надежда на Всевышнего, это битахон. Возможно, Иосиф ждал, что на следующее утро дверь откроется. Но наступило завтра, потом еще одно и еще 700 с лишним раз. Виночерпий забыл. Иосиф должен был научиться верить не в шанс через виночерпие, а в того, кто управляет и виночерпиями, и царями. На самом деле 2 года, если можно сказать так, лишнего времени, это испытание не столько веры Иосифа,
сколько его терпения. Почему Бог добавил эти 2 года? Мидраш говорит, что за 2 слова упования на человека «вспомни» и «напомни», а в некоторых переводах «упомяни меня», то есть перед фараоном, Иосиф получил 2 года дополнительного заключения. Но это не было наказание в таком узком смысле. Это была шлифовка характера Иосифа. Это было первое очищение упования, как мы читаем в Иеремии в 17 главе в 5 стихе. Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорой. Иосиф должен был достичь абсолютного уровня битахон, полного доверия Всевышнему. Эти 2 года, можно сказать, выжгли или умертвили в нем остатки надежды на египетскую бюрократию. И второе – это кристаллизация характера. Вера – это то, что мы проявляем, заявляем или манифестируем на вершине горы. Терпение – это то, как мы ведем себя в долине тени смерти. Помните, мы читаем у Иакова: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Это 1 глава со 2 по 4 стих послания Иакова. Итак, Бог не просто, как могут некоторые подумать, тянул время. Он ждал, пока Иосиф станет совершенным в своем терпении. Эти 2 года были нужны, чтобы Иосиф перестал быть сыном Иакова, попавшим в беду, и стал отцом Египта и спасителем семьи. Внутри себя Иосиф должен был это понять, что это не просто ситуация так сложилась. Он не просто сын Иакова, у которого случилось вот такое горе и несчастье. Он внутри себя должен был осознать, что это призвание Всевышнего и путь Всевышнего. Задержка была нужна не Богу, она должна была быть для Иосифа, и она нужна была Иосифу, чтобы он смог выдержать то бремя власти, которое на него впоследствии было возложено, и не возгордился. Наша глава начинается с того, что Всевышний начинает действовать во внешнем мире. Пока Иосиф пребывал в молитве и тишине, Бог начал беспокоить фараона. И это урок для нас. Когда Бог молчит в нашей жизни, Он может говорить в жизни тех, от кого зависит наша с вами судьба. Фараону снятся коровы и колосья, и Бог использует язык, понятный язычнику, чтобы создать проблему, которую сможет решить только раб Всевышнего. В книге Притчи, 21 глава, 1 стих говорится: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». Бог не явился Иосифу во сне со словами утешения и ободрения. «Все будет хорошо, у тебя все получится, ты сможешь». Он послал кошмар тирану. Часто наш ответ приходит не через духовное озарение, не через голоса свыше, не через какие-то явные знамения или приход ангелов, а через изменения в политике, экономике или решениях начальства, которые Бог направляет в нашу сторону. Все мудрецы Египта молчали. Почему? Потому что это был божественный план. Это была интеллектуальная блокада Египта.
Бог сделал так, чтобы никто не смог дать логичного ответа, пока не придет время Иосифа. У Исаии в 44 главе в 25 стихе мы можем прочитать: «Который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волхвов, мудрецов прогоняет назад и знания их делает глупостью». И дальше перед нами кульминация всей предыдущей жизни Иосифа. Мы читаем в 14 стихе 41 главы: «И послал фараон и позвал Иосифа, и вывели поспешно». И здесь стоит слово «ваерицуху», его из ямы. Он остригся, переменил одежду свою и пришел к фараону. Вот это вот слово «ваерицуху» буквально обозначает «побежали с ним». И это слово, оно подчеркивает контраст того, что было до, и то, что стало после. 10 лет рабства, 2 года тюремной тишины и внезапный бег. Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что Бог долго запрягает, но быстро едет. В один день Иосиф сменил тюремную робу на вессон, на тонкий лен, а кандалы на золотую цепь. В Брит Хадаша, в Новом Завете, мы находим параллель этому состоянию в словах Павла. «Ибо, – пишет Павел, – кратковременное страдание, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Это 2 Коринфянам, 4 глава, 17 стих. По сравнению с вечностью и той ролью, которую Иосиф сыграл в истории спасения Израиля, его годы в тюрьме на самом деле были кратковременными страданиями. Нам важно понимать, если бы Иосифа освободили раньше, он бы не был готов. Если бы позже, возможно, он мог бы сломаться. Всевышний пришел точно в кец, то есть в конце, в назначенное время. Как мы читаем о Иешуа, что он пришел в определенное Богом время. Как сказано в книге Аввакума: «Ибо видение относится еще к определенному времени и поспешает к концу, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Это 2 глава, 3 стих Аввакума. Даже будучи в темной комнате мыслей, обстоятельств, неопределенности, нам с вами важно проявлять верность. Глубоко удивляет то, что когда Иосиф предстал перед фараоном, в нем нет горечи, ни грамма горечи. Обычно люди, которые вышли из тюрьмы по несправедливому обвинению, полны желчи, недовольства и обвинений. Но первые слова Иосифа, они о Всевышнем. «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараона». 16 стих 41 главы Берешит. 2 года тишины не убили его дух. Они его кристаллизовали. Он научился видеть присутствие Творца даже там, где Всевышнего не слышно. Это и есть высшая форма верности и упования, битахон, о котором мы с вами уже говорили. В Брит Хадаша, в Новом Завете, Иешуа говорит: «Верный в малом и во многом верен». Это Луки 16 глава, 10 стих. Иосиф был верен в яме, был верен в доме Потифара, был верен в тюрьме, и потому Бог доверил ему все золото Египта. Будущее открывается не тем, кто громче всех кричит о своей вере, а тем, кто продолжает делать свое дело в тишине, когда небо молчит. Иосиф в тюрьме заботился о других узниках. Он не замкнулся в своей боли, он оставался светлячком в подземелье. Нам важно сегодня увидеть, что задержка не отказ. Еще раз повторю, задержка не отказ.
И мы подошли к главному выводу. Задержка в нашей жизни – это не знак божественного безразличия. Это знак божественной подготовки. Подготовки нас к чему-то. Даже если вы никогда не занимались сельскохозяйственной деятельностью, вы знаете, что между севом и жатвой есть определенный период. Если фермер начнет раскапывать землю через день после того, как он посадил что-то, чтобы проверить, работает ли там Бог, есть ли Божье движение в том, что он сделал, он в конце концов погубит урожай. Зерно должно умереть в темноте, чтобы ожить в новом качестве. Иешуа учил: истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иоанна 12:24. Иосиф не умер как личность, но 2 года Иосифа были его смертью, можно сказать, как частного лица, и также его воскресение, как лидера нации. А слова Иешуа, они еще глубже, они о смерти для своих плотских, личных, можно сказать, частных желаний и воскресении для призвания Всевышнего. Если ваша молитва о семье еще не услышана, это не отказ. Если ваше служение не растет, несмотря на усилия, это не отказ. Если болезнь не отступает сразу, это не отказ. Всевышний просто готовит ответ. И ответ он готовит не просто как ответ, не просто как отписку, не просто как факт, который свершится. Он готовит вас к этому ответу. Проблема не в подарке Всевышнего, проблема она в нас. Слишком быстрый успех может разрушить человека, может разрушить нас. Он любит нас слишком сильно, чтобы дать нам благословение прежде, чем наш характер сможет его удержать. Потому что цель благословения – это не просто нас порадовать, это построить нас внутри, построить наш характер, чтобы мы могли исполнить его волю. И глава Мекец напоминает нам, что у каждого испытания есть кец, конечная точка. Бог уже назначил день вашего освобождения. Он уже послал сон тем людям, которые вам помогут. Он уже приготовил колесницу и новые одежды. Ваша задача сегодня не опускать руки в этой тишине. Давайте не позволим тощим коровам отчаяния съесть тучных коров нашей веры. Помните слова пророка Исаии: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». 40 глава, 31 стих. Когда Бог молчит, Он работает над вашим будущим. Когда Он медлит, Он строит фундамент для вашей победы, для вашего триумфа. Доверяйте Его хронологии. Его часы никогда не спешат и никогда не опаздывают. И последнее. Вы знаете, чтобы свет достигал людей, его нужно нести. Мы живем с вами в то время, когда простой клик может стать инструментом Божьим. Если сегодня ваше сердце отозвалось на это слово, не держите это благословение при себе. Станьте соработником на ниве Всевышнего прямо сейчас вместе со мной. Ваш лайк, подписка, репост – это инструмент, который поможет этой истине пробиться через информационный шум к тем, кто прямо сейчас ищет ответы. Распространим свет Всевышнего вместе. И, конечно же, я здесь не для монолога.
Если у вас возникли вопросы или сомнения, давайте обсудим это в комментариях. Я ценю вашу обратную связь и с Божьей помощью постараюсь ответить каждому. Благословит вас Господь и охранит вас, и будет благосклонен к вам Господь, и помилует вас, будет благоволить к вам Господь, и пошлет вам мир. Шаббат шалом.